Отношения, секс — это пустая трата времени. Сколько бы девушек у тебя не было, всегда мало. То не нравится ей в тебе, это не нравится. Ты не умеешь это принять. Ты к ней присматриваешься, она к тебе присматривается. А потом вдруг начал что-то находить. Как бы. Вопрос, вот это постоянное, не знаю, недовольство, или вот когда я вижу как-то вот не мой человек, я подумал, что, возможно, ты поможешь осознать, как бы вот это недовольство, чтобы оно больше не появлялось. Ну, я вчера говорил тебе, когда мы закончили общение, что это твое недовольство собой. Ты не умеешь наслаждаться собой. Если ты не умеешь собой наслаждаться, ты не умеешь наслаждаться другим человеком. Если есть к себе претензии, если есть недовольство собой, если есть замечания к себе, то тогда ты не можешь любить. А любить — это означает принимать все. У тебя нет отрицания. Что бы ни было в человеке, у тебя нет этого отрицания. Если есть отрицание, значит, ты где-то борешься с собой. Любовь — это когда ты себя не отрицаешь, другого не отрицаешь. Отношения сами по себе — это просто пустая трата времени. Да, правда. Отношения, секс — это пустая трата времени. Вам нужна любовь, а не отношения. Отношения — это вообще ерунда. Просто... Я тогда выпью за это. Спасибо за яблочко. Честно говоря, это просто сработала привычка какая-то. Прежде чем ты полюбишь, ты сначала опустеешь полностью. Ты просто поймешь, что отношения — это как множество разных... когда люди, знаешь, меняют одну работу на другую, с одной на другую, скачут и ищут себя в работе. На самом деле в работе себя найти невозможно. Ты находишь в жизни интерес к чему-то. Работа не является целью. Работа — это возможность донести свой интерес, донести свои открытия в том, чем ты занят, до людей. Ты видишь, как здорово получается, как круто получается, что люди могут этим пользоваться, и тогда ты это несешь людям. Вот тогда это оно. А если ты просто идешь из-за денег, это просто работа. Даже если ты это бизнесом называешь, это просто работа. Просто зарабатывание денег. Это никогда не даст тебе удовлетворенности. Сколько бы денег ты ни заработал, сколько бы вещей ты с помощью этого не приобрел, ты будешь чувствовать одно. Оно и мучает любого человека, который добивался в жизни чего-то. Мало. Тебе все время мало. И в взаимоотношениях это то же самое. Сколько бы девушек у тебя не было, всегда мало. Какие бы они ни были, всегда мало. Всегда. И ты всегда в любой найдешь, что с ней не так. Что-то не так. Ведь когда я знакомился, она казалась просто. А потом вдруг начал что-то находить, как бы. Откуда оно появилось? Разглядел. Да а что в этом действительно плохого в том, что ты разглядел? Ты даже этого понять не можешь. Что действительно плохого в том, что ты разглядел? Твое неумение с этим быть. Ты не умеешь это принять. Вот и все. Проблема не в ней, а в том, как ты относишься к этому. Проблема только в этом. И рядом с ней ты изменить этого не можешь. Она всегда не будет стоить того, чтобы ты поменялся, если ты не умеешь любить. А если ты любишь, то тогда ты просто отбрасываешь все то, что
в тебе, сопротивляется. У тебя есть претензии к ней, к тому, как она что-то делает. Ты смотришь, твои претензии вообще шлак. Это просто кто-то тебе там вручил когда-то. Ты это отбрасываешь и все. И она делает то же самое. Если это любовь, она всегда обоюдна. Она делает то же самое. Ее мир также рушится. Она смотрит, и у нее также есть к тебе претензии. Они появляются, она говорит, да фигня все. Ее мир меняется, и твой меняется. А если у вас просто отношения, как ты говоришь, то тогда вы каждый отстаиваете себя. Ты к ней присматриваешься, она к тебе присматривается. То не нравится ей в тебе, это не нравится. Зарабатываешь мало или там, не знаю, еще что-то. Или мало внимания, не любишь, не понимаешь, еще что угодно. Эгоист. Он всегда найдется. Просто как бы не любишь даже ее, она видит, что ты ее не любишь. Но ты на самом деле не умеешь любить. Только женщина может распознать, что ты не любишь. Ты-то сам-то думаешь, что с ней что-то не так, а она сразу понимает, что ты ее не любишь. По-любому как бы. Потому что если ты ее любишь, она это понимает. У нее датчик стоит, а у тебя нет. У тебя датчик, красивая она или нет, и все.